Здравствуйте, с вами Дмитрий. В данном видеоролике рассмотрим, как запрограммировать вычисление частной производной первого порядка n-мерной функции. В первую очередь это видео будет полезно студентам, у которых преподается дисциплина вычислительная математика. Именно вычислительная математика занимается численным решением различных задач математики. Например, численное интегрирование, оптимизация функций и, конечно, численное дифференцирование, о чем и пойдет речь в данном видео. Для начала давайте вспомним, как мы вычисляем производную в обычной математике. Есть у нас какая-то функция f от x, равняющаяся x в квадрате. Надо записать, во-первых, f' от x, далее x в квадрате штрих, так обозначается производная. И далее мы уже открываем таблицу производных и смотрим тот тип функции, к которому она подходит, и вычисляем производную в соответствии с его типом. В данном случае степенная функция, это в общем виде выглядит так. Производная x в степени n равняется степенная функция. n, показатель степени, умножаем на x, а у x степень понижаем на единицу. В данном случае n, а стало n-1, а было n просто было. X в квадрате. Степень у нас 2, это как наша n. Значит, мы умножаем на 2, и 2 минус 1 степень становится x в степени единицы. То же самое, если для двух переменных. Функция f от xy равняется x в квадрате плюс y в квадрате. У нас есть такое правило, что сумма вот этих переменных и производная суммы равняется сумме производных. То есть производная суммы равняется сумме производных. И мы вычисляем уже в зависимости, исходя из этого правила. Производная от x в квадрате мы уже вычислили 2х. Плюс производная от y в квадрате, сумма производных. А от производной от y в квадрате, так же как от x в квадрате, только y вместо x, 2y. Вот так вычисляется первая производная в обычной математике. Сейчас рассмотрим, как же вычисляется частная производная первого порядка. Частная производная вычисляется немного иначе. Есть также функция, возьмем уже от трех переменных x, y, z, равняющаяся x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате. У нее немного другой стиль записи уже, мы должны писать вот такую d буковку. Далее функция, по которой берем производную, по которой дифференцируем. И снизу переменная, по которой мы дифференцируем. В данном случае возьмем производную по x. Читается так, как частная производная по x, вот этой функции по x. И равняется оно тому, что мы все производные, все переменные, по которым мы не дифференцируем, представляем в виде констант. То есть мы берем, если по x производную, то x у нас остается переменной x, это же становится как будто бы константой, а производная константы равна нулю. И z тоже становится константой. То есть как обычным любым числом. Не каким-то z и y, а просто оно любое число, как 1, 2 или 0. И вычисляем уже производную точно так же, как и в обычной математике, через таблицу производных. Сумма производная суммы равна сумме производных. Тут у нас сумма переменных. Производная от x в квадрате, мы помним, у нас x остается как x, будет 2х производная от x в квадрате. Производная от y в квадрате. Y у нас как константа, значит производная от константы нулю равна плюс 0. И z у нас тоже константа, производная от константы нулю. В итоге частная производная первого порядка по x равняется 2х. То же самое, если мы запишем частная производная первого порядка по y. Запишем. Снизу будет y, сверху без изменений это функция, в которой мы будем брать производную. А снизу переменная, по которой дифференцируем. Тут точно так же. Теперь x константа, x наша будет константой. Y останется как переменной, по которой дифференцируем, а z тоже станет константой. Константами становятся все переменные, по которым мы не дифференцируем.
В данном случае производная от x в квадрате, производная константы равна нулю, плюс производная y в квадрате равно 2y, производная степенной функции, плюс производная z в квадрате константы также равна нулю. Вот таким образом мы вычисляем частую производную первого порядка в математике. Теперь, когда мы вспомнили, как находить производную вообще, перейдем к численному дифференцированию. В численном дифференцировании нам не нужно будет никаких таблиц производных и прочего. Потребуется только одна формула для нахождения производной и значения точки, в которой мы ищем производную. И именно поэтому это легко программировать, так как здесь только числа участвуют, и никаких буквенных выражений не присутствует. Вот формулы две. Будем использовать формулу центральной разности, вот эту, потому что она более точнее, чем формула, чем которая выше. Как вообще здесь будем вычислять? Для того, чтобы найти производную в какой-то точке, нам, во-первых, надо будет знать значение этой точки и какое-то небольшое число дельта x, которое мы будем прибавлять и убавлять к этой точке. Обычно дельта x берут за 0,1. Меньше лучше не брать, так как могут быть ошибки округления при вычислениях и неточное значение будет. Но и больше тоже не надо, так как будет менее точным. Вся формула заключается в том, что нам также надо переменные, по которым мы не дифференцируем, представить как константы, только переменная, по которой дифференцируем, будет как переменная. И к этой переменной, по которой мы дифференцируем, мы должны будем добавить вот эту дельту, вот здесь добавляем, и убавить. Это будет два разных значения функции. Далее надо вычесть эти значения и разделить на удвоенную дельту. И таким образом мы найдем производную, именно число уже будет, числовое значение в этой точке. Здесь мы никак не можем получить значение в виде 2х. У нас всегда значение в виде числа. Например, если x равнялось 1, то частная производная в этой точке будет 2 умножить на 1 равно 2. Рассмотрим вообще, как найти частную производную для трех переменных. У нас в итоге получится функция в виде вот такого, как вектора числового. Будет также с плюсами и будут стоять на соответствующих значениях значение производной в соответствующей точке. Допустим, функция у нас была x1 в квадрате плюс x2 в квадрате и x3 в квадрате. И тогда частная производная по этой функции вычисляется так. Я сейчас именно не буду считать, подставляя вот эти вот значения, так как очень такие числа будут маленькие, неудобные для вычисления. Просто посмотрим принцип нахождения. Для начала тут написано it точка. It точка, это значит мы по этой точке именно сейчас находим по этой переменной производную. В данном случае вот it мы к x итому прибавляем дельта итую и убавляем ее. И делим также на 2 дельта x it. Допустим, хотим найти по первой переменной. Значит, сейчас первой переменной, как it, мы к итой добавляем нашу дельту, потому что это у нас переменная, по которой мы ищем производную. А остальные переменные x2, x3 как константы. Они не участвуют в вычислениях. Мы к ним не добавляем и не убавляем ничего. А далее также убавляем от нее минус дельта x первое, x2, x3. И делим на удвоенную эту дельту. Так это умножить. Дельта x первое. Это будет значение в точке x1 частной производной. Затем мы получим это значение, допустим, оно будет штрих x1. Пишем плюс, и уже тут заменяется на двойку и вычисляется по двойке. Прибавляем уже к двойке дельта x2 и убавляем из x2 дельта x2 и
Когда мы найдем это, у нас будет производная в точке x2. А затем также по третьей. Сделаем все те же манипуляции, получим производную в точке x3. Вот таким образом у нас последовательно итами были все три переменные. Сначала итой, если смотреть на эту формулу, у нас была x1, потом итой была x2, потом x3. Теперь перейдем к программному вычислению данной производной. Теперь посмотрим программную реализацию данной формулы, как запрограммировать вычисление этой формулы. Возьмем функцию, все ту же самую, от трех переменных, и будем вычислять и частную производную этой функции. Равная x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате. Надо найти частную производную этой функции от n переменных, в данном случае 3. Переходим уже в Visual Studio, будем смотреть, как это все работает. Для начала мы опишем нашу Δx, назовем ее как h, наш шаг. Δx 1 десятитысячная берем. В глобальной области я объявил, чтобы каждый раз не передавать функцию. Теперь опишем вообще сама функция наша. Надо ее описать, чтобы можно было вычислять значение x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 в квадрате. И назовем, например, функцию f, возвращать будет значение double, и передавать я буду вектор. В векторе мы будем хранить информацию о точках. То есть в данном случае у меня 3 переменных, значит информация будет о 3 точках. Например, x1 будет 1, x2 2, x3 3, или все одному будут равняться. Тут будет значение о точках, так как мы не можем передать туда какие-то буквы. Мы в любом случае передаем точки, мы вычисляем значение производной именно в этих точках. Возвращать она у нас будет то же самое. x0 в степени 2 плюс x1 в степени 2 и плюс x2 в степени 2. Пол – это функция возведения в степень, где первое число – это первый аргумент число, которое возводится в степень, второй аргумент – это степень, в которую надо возвести. Чтобы использовать эту функцию, надо подключить сематор. Она описана именно так. Далее, как мы вообще будем вычислять нашу производную? У нас есть также функция, названная df1, первая частная производная. Возвращать она будет уже вектор, массив, так сказать, чисел, потому что у нас вернется столько же точек, сколько мы передали. И на соответствующих значениях будут соответствующие производные в этой точке. То есть вот у нас тут было. Вернется у нас, вот видите, если взять частную производную по вот этой функции, вернется у нас вот такой ответ. То есть и за место x1, x2, x3 будет разные точки стоять. Далее, чтобы нам начать вычислять нашу производную, надо вообще разобраться, как нам записать вот это значение функции. То есть, как нам передать информацию о том, что мы добавили Δx к x этой переменной или отняли. Это надо будет в виде двух временных массивов создать. Один массив будет хранить информацию с добавленной Δx этой, другой массив с убавленной Δx этой. Мы создаем два вектора, размер у них будет такой же, как у вектора точек, которые мы передали, temp1, temp2, и заранее создаем вектор результирующий, который будет возвращаться. Далее в переменную n присваиваем количество точек, чтобы пройти по каждой этой точке. И делаем два цикла, вложенный цикл for. На внешнем цикле у нас будут проходить иты наши переменные, то есть когда и равно 0, значит мы дифференцируем по первой переменной, и равно 1 мы дифференцируем по второй переменной, 2 по третьей и так далее. В формуле это вот x и t. У нас как бы за и отвечает вот это. Далее, когда мы
и равно нулю, значит мы дифференцируем по первой переменной, надо найти частную производную первой переменной функции. Мы должны заполнить наши массивы, именно добавить дельта x и убавить. Создаем еще один цикл уже внутри. Также будет от 0 до n. Мы должны к каждой точке, в зависимости от того, какая это точка, либо добавить, если это та точка, по которой мы дифференцируем, либо оставить ее такой же, заполнить без изменений. Мы проверяем, если индекс j совпадает с i, это значит, что у нас j сейчас на позиции той точки, на которой мы производим дифференцирование. То есть i равно 0 и j равно 0. Значит, сейчас у нас мы нашли ту точку, по которой мы производим дифференцирование. Тогда мы во временный массив первый добавляем к xj, прибавляем нашу дельту x. Это вот тут видно, прибавляем. А во второй, темп 2, мы убавляем. В формуле это вот. Прибавляем, вот убавляем. А иначе же, если j не равно i, то это обычная точка, которую мы воспринимаем как константу, так как мы ищем не по этой переменной частной производной, просто добавляем. И вот так весь цикл, когда пройдет, окажется, что в темп 1 массив будет вот такого вида, как в формуле, где на i будет добавлена дельта x, а в темп 2 будет массив, где на i будет убавлена дельта x. А дальше просто используем формулу. И в рез i, в результирующий массив на i позицию, мы присваиваем значение разности, деленное на удвоенную дельту. То есть функция temp 1, мы передаем наш вектор функцию, она вернет число, исходя из их значений. Убавляем temp 2, в temp 1 у нас мы прибавляли дельту, в temp 2 убавляли, как в формуле у нас. Сначала от прибавленного значения вычитаем убавленное, и затем все это делим на удвоенную дельту. Теперь мы вычислили производную этой точки. Затем цикл for перемещается на единицу и повторяет все это. А именно, если j не равно и тому сейчас 0, а тут 1, допустим, значит просто заполняем. Потом j будет равняться единице и тоже единице. Это та переменная, по которой мы дифференцируем. Добавляем дельта и убавляем. Далее просто заполняем без изменений. Также находим результат, разницу функции, деленной на 2. Итак, пройдя по всем итым значениям, в результирующем векторе у нас будет храниться частные производные первого порядка на нулевой позиции по первой переменной, на первой позиции по второй переменной, на второй позиции по третьей переменной и так далее. Чтобы проверить работу, также создадим массив называющийся function, то есть где просто функция будет храниться, значение функции, и df1, где будем хранить значение частной производной нашей же. Введем сначала n, это количество переменных размерности массива, затем заполним какими-либо точками, которых мы хотим посчитать. Далее вызовем нашу функцию, она вернет вектор в df1, и там будет храниться уже значение вычисленных производных, и выведем все это на экран. Запустим, проверим работу. Функция у нас x в квадрате плюс y в квадрате плюс z в квадрате, x1, x2, x3. Точки, если ввести точку 1, 1 и 1, ответ должен быть, заменим тут x1, x2, x3 на единицы, ответ должен быть 2 умножить на 1 плюс 2 умножить на 1 плюс 2 умножить на 1. То есть 2, 2 и 2. Проверяем работу. Вот сначала вводим n, 3 у нас переменных. Далее вводим точку, в которой мы вычисляем 1, 1 и 1. И ответ у нас равняется также 2, 2 и 2. То есть частная производная по первой переменной равняется 2, частная производная по второй переменной равняется 2, частная производная по третьей равняется 2. Можем также добавить сюда еще один квадрат.
чтобы убедиться, что все работает для больших переменных. Какую-то x3 возводим в квадрат также. Или, допустим, даже можно возвести в куб. Ну, возведем в квадрат. Также запускаем. Уже 4 точки, размерности 4. И точка наша 1, 1, 1, 1. Также получилось 2, 2, 2 и 2. На этом все. Если видео было вам полезно, то напишите комментарий об этом. Также поставьте лайк, подпишитесь на канал. До скорой встречи.